Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. Всем привет. С вами компания Кровмонтаж. Я Мороз Алексей. Я Василий. Рады приветствовать вас в новом году. Кстати, поздравляю с прошедшими и наступившими праздниками. Да. Мы вам покажем интересную вещь, самодельный станок, который мы смастерили несколько лет назад. Наводили в порядок в гараже, пользуясь длинными праздниками, да, разбирали гараж и разгребли. Разгребли, да, разгребли. Нашли вещь, самодельный станочек для фальцевой кровли. Мы обязательно расскажем об его устройстве, как он работает в этом. И в конце этого видео объявим победителя конкурса. Наконец-то. Да, Вы так долго ждали. Да. Ссылка будет под этим видео победителя. Значит, ну что я хочу сказать, что сейчас в Москве небывалый снегопад, холода, немножко понятно, что в начале настоящая зима, просто зима. Да, для кровли особо, так сказать, не очень благоприятная погода. Ну и вообще, как везде в строительстве, первая половина января такая пауза, да? Вялый текущий процесс. Но мы все равно находим работу, мы вам обязательно не дадим вам скучать, будем радовать нашими видео. Итак, оставайтесь с нами, будет интересно. Достали мы наш шедевр, станок, который мы с Васей сделали. Который имеет... Как мы его называем, Вася? Вепрь, блин. Вепрь 1. Вот я хочу вам сказать, что он собран, видите, для транспортировки. Вася, развяжи-ка провод. Здесь рычаги я специально придумал. У нас раньше выручал. Сейчас мы его разберем. И, кстати, очень удобный станок. Он делался для того, чтобы легко транспортироваться. И этот станок, он специально сделан для то есть производства фальцевой кровли вручную. Но он заготавливает именно картины. Его ширина захвата рабочей плоскости 2,5 метра. То есть, как известно, стандарт листов 2,5 длина и 2-метровые. Так. Итак, мы с Васей его произвели в рабочее состояние. Видите, вот эти рычаги поднимаются вверх и фиксируются вторым болтом. А для транспортировки выкручивается один болт. И они складываются, проматываются и ложатся. Вась, давай поворачивай сюда. Смотрите, особенность станка в чем? Вот мы приготовили, нашли отход. Лист у нас был. Смотрите, это штрипс. Ширина листа 62 сантиметра. Стандарт листа 1,25 м или рулона. Как правило, для фальцевой кровли он разрезается вдоль пополам. 62,5 так всегда делается фальцевая кровля, заготовка листа. И рабочая поверхность, я повторюсь, до 2,5 метров захватывает. Ну, стандарт обычно 2,5 либо 2-метровые листы. Он позволяет делать. Значит, еще одна особенность. Он делает, значит, на одинарный замок. Здесь просверленное отверстие, видите, 1, 2, 3, 4, и засовываются гвозди. Значит, это у нас для одинарного фальца, это маленький фалец, это большой. Это для двойного маленький фалец, это большой. Значит, оператор станка, да, или устанавливаем гвоздями, да, всовываем. Сейчас нам, например, надо сделать одинарный замок. Мы фиксируем гвоздь на маленький замок. И с этой стороны Василий переставляет уже на маленький замок. Теперь мы вставляем прорезь. Так, мы вставили заготовку.
дорогие друзья, видите, вот эти гвоздики, это является ограничителем. То есть лист не опускается, но здесь как раз 2,5 сантиметра. Мы насверлили отверстие, это ограничитель. Вот. И с этой стороны. То есть заготовка у нас стоит на 2 точках. И легким движением руки получается первичная заготовка. вот у нас, даже я немножко перегнул, можно перемерить. Здесь 2,5 сантиметра сделан загиб маленького фальца для одинарного. Теперь, естественно, нам надо сделать большой. Мы переставляем гвоздик на большой замок. Повторяем эту операцию. Уже с другой стороны. Легким движением руки. Итак, мы получили заготовленную картину, которая имеет с одной стороны 2,5 загиб маленький, и с другой стороны 4,5. Это уже будет у нас вот заготовленная картина. Их можно заготовить таким образом. Производительность очень большая этого станка. У нас были определенные заказы. Приходилось сделать этот станок. Почему? Потому что даже изготавливали медь на нем. Были требования архитекторы, определенные заказы. Допустим, в реставрации каких-то старых зданий. У меня был интересный объект. Архитектор вот именно строил такое как бы а-ля графское имение с колоннами и все. И мы делали из меди. Он именно требовал, чтобы сделано вручную. Именно вот такая фишка была, чтобы были видны поперечные швы, ручная работа, как фальцевалась вручную двойным замком. И в картинах было сделано именно в шахматном порядке и так далее. И именно этот станок позволяет, особенно он хорош для начинающих кровельщиков, те, кто в провинции, минимум инструмента, чтобы он самодельный. Я вам сейчас объясню, как он делается. Он именно хорош для начинающих кровельщиков или кто хочет сделать фальцевую кровлю именно для себя. У вас есть минимум оцинкованные листы, да, этот станок и минимум инструмента, молоток, там клещи и так далее. Вы распускаете листы вдоль, нагибаете, получаете ровные стыки, и небольшой домик для себя вы можете покрыть обязательно. В следующих видео мы именно покажем, как делать вручную одинарный и двойной замок. Вот. Ну а теперь о конструкции. Ребят, вот сваривали, ну, основная часть, да, вот два уголка 75-х. Тут в основном 75-й уголок. Вот. Причем здесь немножко центр смещен в эту сторону. Почему? Потому что усилие загибать, как бы чтобы упирался, надо уголок сюда выдвинуть чуть побольше. И дальше два друг к другу сваренных уголка, вот они, образующие щель буквально 3 миллиметра между собой. Вот, если видно, я вам покажу. 3 миллиметра. Два уголка сварены друг к другу. Еще мы где-то посередине, вот раз, два, 3 уголочка, ну чтобы он не расходился посередине. Вот и все. Получилась нижняя сторона. И отойди, Василий. И получается, использовали петли обычные. Ну, взяли посильнее, да, дверные петли. Дверные петли приварили с двух сторон. И еще одну вот как бы гибочную часть она сгибает, да. И размеры для гнутья. Это вот одинарный замок, маленький, большой. Это вот отверстие для двойного. Тут уже заготовка чуть побольше. И все, в принципе, вот такой простой, но очень производительный и, так сказать, действенный. Надеюсь,
видео вам пригодится. Эффективный, точный, что характерно. По размерам все четко. Да. Вот. Так что вот такой станок, друзья. Вепрь 1, да, Вась? Да, вепрь. Название. Вась, нам пора, по-моему, в патентное бюро подавать. В патентное бюро. Ну, на самом деле, без шуток, друзья, очень... Я в Ютубе смотрел. Я в Ютубе смотрел, я еще такого станка не видел. Да, гибочники есть, вот на верстаках, просто отливчики гнуть. А это именно для заготовки фальцевых картин. Одинарного и двойного замка. Итак, дорогие друзья, наступил долгожданный момент, когда мы сейчас готовы озвучить результаты, соответственно, конкурса, который проходил у нас на канале. Да. То есть условия конкурса были таковы, что участники должны прислать какое-то свое видео, что они делают своими руками, какую-то свою работу. Видео было не так уж много, но тем не менее были интересные видео. Итак, кто у нас? У нас выиграл по неоднозначному, так сказать, мнению, но выиграл канал «Бесконечная стройка» Сергей Мелкочан. Хотя были и тоже интересные видео, но почему выиграл? Почему выиграл? Наверное, из-за какого-то подхода. Да. Нестандартно. Да, я считаю, что именно его видео, которое он представил, было более креативное, творческое. По сравнению с другими, допустим, ну там сделать навес, либо кровлю, ну что, понятно, стропила есть стропила, нормально ребята сделали, 100%, но... Именно Сергей Мелкочан подошел к своей работе творчески, да? Он именно сделал, мне понравился фасад из фанеры, значит, там покрасил ее специальной краской водоотталкивающей. И в стиле таком шале. Мне понравилась, ссылка будет обязательно в описании. Итак, Сергей Мелкочан с канала «Бесконечная стройка». Вот эти призы. Получает наши призы. Отправляются тебе. Вот этот молоток кровельщика Пикард профессиональный, значит, специальный разгрузочный пояс и подсумок и фирменная кепка компании Крофмонтаж отправляются по праву к тебе. Ждем от тебя адреса и обязательно отправим победителю. Ура, товарищи! Ура! Ура! Поздравляем! Поздравляем!